Друзья, всем привет! У нас сегодня распаковка и тест новой ручной кофемолки, которая называется One Z Presso. Это модель Q2. Это модель с стандартными жерновами 38 мм в диаметре. Но вот вместе с вами сейчас распакуем, проведем сразу тесты помола, на что способна. Сколько щелчков для этого надо, поэтому подписываемся, жмем на колокольчик и обязательно смотрим именно этот выпуск до самого конца. Поехали! Итак, стандартная упаковка вот этой кофемолки, она выглядит вот так. Я специально ее купил, я не взял ее на обзор даже, купил себе, потому что я люблю некоторые сложные вещи протестировать длительное время. Что у нас находится в комплекте? Ну, конечно же, вот такая классная брошюрка, подсказочка, сколько щелчков для каждого способа заваривания здесь необходимо использовать. Обращаю ваше внимание, что внутри этой кофемолки у нас есть аэропресс, потом сифон, пуровер, френч пресс и дрип кофе, или это два варианта у нас, это либо мока мастер, либо в случае тут написано, нарисован еще какой-то кувшин, мока мастер, извините. Дрип кофе это мока, просто не мока мастер, просто кофеварка мока или гейзерная. И еще какая-то штука, не пойму, ну скорее всего тоже какой-то гейзер, но только другой конфигурации. Полезная брошюрка, будем ее проверять. Значит, есть непосредственная инструкция. Дальше щеточка красивая, выглядит такая, знаете, довольно симпатичная. Давайте мы ее достанем из упаковочки. Мягкая, красиво сделана, какой-то непонятно с чего ручка сделана, но такая закругленная, очень даже симпатичная. Мешочек фирменный. Здесь не написано One Z Presso, но логотип присутствует. Вообще это компания китайская, и все это дело делается в Китае. Дальше ручка упакована отдельно у нас. Вот в таком вот отдельном пакетике. Она деревянная. Здесь уже прозрачный пластик. И выглядит все очень качественно. То есть прям очень все подогнано, все прям максимально четко. Ну и непосредственно сама кофемолочка. То есть коробочку мы отставляем в сторону. Вот она, сама кофемолка. Она находится в дополнительной коробочке. И она находится тоже вот в такой вот пупырчатой пленке. Вот она, сама кофемолочка. Выглядит она, ну, первое вот впечатление прям очень замечательное. Хочется ее прям держать, вертеть в руках. Все классненькое. Металл такой, похожий на алюминий. И здесь такой кожаный, ну это скорее всего не натуральная кожа, какой-то кожзам, но типа кожаный ремешок, типа кожаный ободок. Значит, у нас есть с вами емкость для кофе. Так, здесь силика, мы ее достанем, она нам не нужна. Все, у нас есть емкость для кофе, куда смалываем кофе. Сейчас мы проверим, сколько граммов кофе туда влазит. Так, в другую сторону. У нас раскручивается эта кофемолка в двух местах, для того, чтобы было удобнее ее чистить. У нас снимается и вот эта верхняя часть. И вот вы видите жернова и полный доступ к кофемолке. Жернова обыкновенные, 38 мм в диаметре. Крепятся они вот здесь и вот здесь. То есть крепление у этих жерновов больше. Сверху у нас уже просто стоит контрагайка. И внизу у нас находится регулировка помола. При этом она с цифрами. Это очень замечательно. Такой штуки не было в кофемолке Time More. Но со своей стороны скажу, что эта кофемолка стоит гораздо дороже. То есть я ее смог купить в Беларуси чуть дешевле $150. Так, 300 белорусских рублей. Ну, это примерно 125 долларов. На официальном сайте у нас там стоит 109, так что можно сказать, что я еще очень даже ее дешево взял. Выглядит все классно. Давайте перейдем к тестам. Будем меньше болтать, больше будем заниматься делом. Я возвращаюсь к этой табличке и будем проверять, какой же помол нам дает эта кофемолка и на что она способна. Но я проверю не только то, что есть в табличке, но то, и чего в табличке нет. Допустим, сделаю помол под эспрессо и помол под турочку. Итак, первое. Сколько же кофейного зерна влазит вот в эту нижнюю емкость? Обычно нижний стакан равен от камере, в которую мы загружаем с вами зерно. Сегодня я буду делать филтр на 40.
от компании Source. Ссылка на конкретный кофе будет находиться под роликом. Заходите в интернет-магазин, можете заказать в Беларуси, в России, вообще в любую страну, это не проблема. Так, 21 грамм и даже еще есть запас. Но если прям полный объем загрузить, 24 грамма. Ну это прям очень полный объем кофе. Итак, влазит ли это сюда? Нет, сюда это уже дело не влазит. Вот, видите, поэтому 20 граммов. Стандартный объем. Как, собственно говоря, в кофемолке Time More то же самое. 20 граммов влазит. То есть вот этих вот 4 грамма мы с вами убираем. Они лишние. Они не попадают, потом не загружаются внутрь кофемолки. То есть уже не хватает места. 20 граммов. Стандартный объем 20 граммов. Очень даже неплохо. Так. И переходим с вами к первому тесту. Первый тест у нас 12 щелчков. Или цифра 12. Сначала мы кофемолочку зажимаем полностью. Вот я зажимаю, ставлю на 0. И, кстати, она откалибрована на 0. Ставлю на 0, и здесь реально 0. Что удобно, что можно сделать целый оборот. А это 10 щелчков. Так. Целый оборот сделал. И еще раз. И 2. Две цифры. Значит, между цифрами есть еще две точки. И каждый раз, когда вы вот эту точку щелкаете, у вас фиксируется регулировка. То есть здесь 12 щелчков или все-таки 12 цифр. Я, честно говоря, сейчас не знаю, потому что я пока кофемолкой не пользовался. Я пока ставлю как бы цифру 12, не 12 щелчков. Потому что 12 щелчков это гораздо меньше. Сейчас я вам скажу, насколько это меньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Ну, прям это прилично меньше. Ну, давайте посмотрим. Может, все-таки 12 щелчков. Но я вижу, что жернова практически не раздвигались. Поэтому, скорее всего, цифра 12. Нет, цифра 12. Вот. 12. Мокка, аэропресс. Смалываем и проверяем, как выглядит помол на этой кофемолочке. Ох, слышу, жернова прям, знаете, так приятно, потому что слышу, как цепляется за зерно. Очень хорошо, очень. Это лучше, чем Time More. 100%, 100%, потому что реально есть зацеп за зерно. Хотя жернова в них стоят абсолютно одинаковые. Я почти в этом убежден. Я еще не разбирал их, не сравнивал. Но я почти уверен, что жернова для этих кофемолок делают на одной китайской фабрике. Слушайте, молоть легко, очень комфортно и очень приятно. Все-таки 12 щелчков. Здесь 12, 14, 12 цифр. 12, 14, 16 и 18. Вот здесь стоит такая градация этих помолов. Так, высыпаем, смотрим, что здесь у нас. Слушайте, ну кофе выглядит довольно тонким. Я надеюсь, вторая камера это все дело фиксирует, но выглядит довольно тонкий помол. То есть он не выглядит грубым, он не выглядит вообще, в принципе, как то, что здесь написано. Поэтому здесь вот 12-18, поэтому до 18. Так, ну что ж, 12 мы сделали. Давайте попробуем сделать теперь 18. Где наш 0? Вот он наш 0. 12, 13, 14 цифра. 15 цифра. 16, 17, 18. 18 цифра. Щелчков гораздо больше. Гораздо. Продолжаю смалывать кофе. Ну, прям тут приятная штука. Ласкает слух. И реально очень-очень удобно ее держать. И прям, ну я покажу, прям должны понимать, что она прям цепляется за зерно. Я не знаю, как они это сделали, потому что здесь диаметр кофемолки будет одинаковый. Здесь диаметр примерно 4 сантиметра, поскольку жернова 3,8 сантиметра. Но это совсем по-другому, реально. Это вот другие совершенно... Вот ощущения совершенно другие от помола. Кроме шуток, я вам говорю. Так, ну вот, этот помол больше похож на то, что нужно нам, допустим, для аэропресс. Реально похож. То есть вот такой помол примерно можно использовать. То есть, значит, табличка нас не обманывает. Давайте еще подсыпем кофейку и сделаем цифру
У нас вот 22, 24 сделаем. Ну, погрубее сделаем, чтобы посмотреть, как вообще кофемолочка наша работает. Так. О, забыл поменять цифру. 18, ставим 24. Цифру, не щелчков. Так, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Короче, между каждым цифрой раз, два, три, три щелчка. Между каждой цифрой 3 щелчка. Поэтому количество щелчков это умноженное на 3. 3 жду 2, 6, 3 жду 4, 12, 72 щелчка. 24 прям легко стало молоть. Вообще легко. Честно, как-то рука не устает от этой кофемолки, реально. Я вот смалываю, и рука не устает. Слушайте, уже половину того, что насыпал, смолол. Не успел глазом. Смалывает быстрее. Да, такой довольно крупный, довольно грубый помол. Вот он, здесь помол. И осталось 28 цифру проверить. Так, 25, 26, 27, 28. Цифра. Так, у нас цифра 28. А это если брать в щелчках, то это получается 84. 84 щелчка. Слушайте, на кофемолке Таймор максимум я делал, количество щелчков было максимально, по-моему, там 30. Никогда больше не делал. А здесь это совершенно другое количество щелчков. Ну и это реально грубый помол. То есть он реально соответствует тому, что написано в табличке. То есть табличка полезная, которая идет в комплекте, на нее стоит опираться, ей стоит доверять. То есть она вот выглядит вот так. Не потеряйте ее, если будете покупать эту кофемолку. Вот. Но мне прям все понравилось. Помол реально соответствует тому, что заявлено. Но я хочу посмотреть, как она будет справляться с более сложной задачей. Той, которая не описана в нашем меню самой кофемолки. Так, давайте... Где-то наша щеточка валялась. Вот она. Давайте посмотрим, как работает щеточка. Класс. Мягкая, деликатная. Все очищает. Покажу вам вот на вторую камеру. Реально кофемолка. Ну, она реально чистая просто. Просто чистая. И я зажимаю жернова 5 на 0. Полностью возвращаю их в нулевое положение. Так, зажал 0. Зажал 0. Вот он. Прям 0. И еще раз повторюсь, она откалибрована на 0. И делаю так. Цифру ставлю. Здесь просто цифры в противоположном направлении, когда вы будете смотреть, не перепутайте. То есть здесь вы от нуля двигаете сразу 9, 8, 7, вот так по уменьшению. Значит, ставлю 9, 8, 7, 7. Ну, то есть я сделал 3 цифры. 12 щелчков получается на этой кофемолке. Давайте проверим, как она будет при этом смалывать вообще кофе или нет. Не захватывает кофе. Так, семерочка не работает. Только то, что там было, она, скажем так, выбросила. Так, ставлю цифру 5. Это у нас будет как бы 15 щелчков. Там у меня кофе есть вообще? Кофе есть, зерна есть. 15 щелчков. Ничего не происходит. Так, ставлю на цифру 3. «21 щелчок. Ничего не происходит. Не захватывает кофе вообще. Ставлю целый оборот. То есть это 30 щелчков на этой кофемолке. И проверяю. Ну вот что-то пошло. Что-то пошло. Сейчас посмотрим, какой здесь получится помол. Для этого я подготовил отдельное блюдце. Вот такое. Но слышу, что захватывать зернышки так слабовато. Первая у нас цифра была там какая? Если брать по циферкам, то у нас она была 12. То есть вот считайте, сейчас 10 стоит. Если в цифрах, то это 10. Но здесь написано, что она не должна работать в этих цифрах. Ну, наверное, так и есть. То есть она что-то смалывает, конечно.
что-то там происходит. Она смалывает, да, и делает помол довольно тонкий. То есть теоретически на ней можно смолоть кофе точно под эспрессо. Я уже вижу, что помол довольно тонкий. Давайте вам покажу. Может быть, даже этот помол подойдет для турочки. То есть это надо проверять отдельно. Визуально он похож. Визуально он такой довольно бархатистый, довольно... Но на это время вам понадобится прям прилично. То есть наша задача еще с вами проверить. Хоть здесь не заявлено про эспрессо ничего, у них есть версия с большим диаметром жерновов, но она просто стоит очень дорого, я поэтому ее не покупал. Вот, а версия с этими жерновами, она довольно как бы вот слабо делает тонкий помол. То есть она его делает, но я не могу сказать, что прям это помол. Это больше похоже на эспрессо. И то надо проверять, и турку тоже нужно проверять. Так, подводим итоги. Вот какие впечатления. Собрано все очень качественно. То есть, допустим, таймор рядом не стоял. Я скажу вам так, я уже не говорю тот, который приезжает вам с Алиэкспресс, какой-нибудь китайский или какой-нибудь Xiao Leo. Я тестировал эту кофемолку, ролик не записал просто, но я ее тестировал, эту кофемолку. У меня там просто не получился ролик с ней. То есть я его записал, но ролик не получился. Мне она вообще не понравилась. Хотя она свою задачу выполняет, то есть кофе она смалывает. Это объективно стирать, надо сказать, да, что она работает. Кофе смалывает. Но как собрано, не понравилось. Ну и стоит, конечно, за Xiao Leo вы можете купить 3 Xiao Leo вместо одной One Z Press. Фактически. Но давайте вернемся к этой. Сделано классно, собрано все. Прям большое внимание к деталям. Все такое, что хочется держать в руках. Хотя все это дело делается в Китае, ребят. Но это мне напоминает, знаете, какое такое одно из устройства китайское, iPhone. Точнее, американское, но которое собирается-то по факту в Китае. Вот это реально по качеству сборки напоминает. Здесь все прям, ну, очень внимательно, очень аккуратно. Все это классно сделано. С помолом, который заявлен на кофемолке, она справляется прекрасно, без проблем. И это тоже нужно отдать должное, что здесь произведена калибровка жерновов. То есть здесь выставлена жернова на 0. Здесь есть подсказка, брошюра, на которую вы можете посмотреть и действительно выставить помол под свой продукт. Здесь можно использовать эту кофемолку, начиная от помола Мокка, Аэропресс и все, что в сторону более грубого помола дальше пошло. Здесь и сифон почему-то грубее стоит. Я люблю сифон на довольно тонком помоле заваривать, но это отдельная тема. Как-нибудь поварим сифон, я покажу, как это делаю. Теоретически вижу, что можно помол делать тоньше, чем здесь заявлено. То есть можно использовать ее еще для приготовления эспрессо, наверное. Для этого я должен взять кофемашину, я должен взять кофемолку. Такой тест я уже сделал с Таймор. Вот здесь подсказка. Ссылка обязательно под этим выпуском, поэтому посмотрите, если не смотрели. Я вам просто рекомендую, вы поймете, что Таймор может делать помол под эспрессо, но не все кофемолки. Вот такая тоже удивительная штука. Я не знаю, как это работает. Я не знаю, как они это делают, но здесь из того, что коробка хорошая, щетка полезная, есть мешочек, в который мы можем сложить кофемолочку. Сейчас я попробую это сделать. И она очень приятно смалывает кофе. Это самое главное. Мешочек, честно говоря, бестолковый. Здесь один отсек, то есть нужно сложить и вот таймор, она разделен мешочек на 2 части. Здесь я не вижу никакой перегородки. Вот вы таким вот образом можете таскать, но я слышу прямо сейчас, как ручка барабанит по кофемолке, будет ее царапать. Мне это будет реально жалко. То есть нужно будет носить, что ли, пакетик с собой еще дополнительно для того, чтобы не поцарапать. Ну, в общем, внутри один отсек. Нету здесь никакой перегородки. Поэтому вот так. Друзья, надеюсь, этот ролик был для вас полезным, как всегда, веселым. И если это так, то не забудьте поставить лайк. Не забудьте оставить комментарий, желательно, чтобы он был позитивным. У меня на этом все. Пока. Увидимся скоро в новых выпусках. Пока-пока.